Добрый день, меня зовут Николай Стрельников, и сегодняшняя наша тема – вкус кофе. На примере эспрессо я покажу, из чего состоит наш кофе. Я его разложу на составляющие. Возьму процесс экстракции и приготовлю первые 10 секунд в одну чашку эспрессо, во вторые 10 секунд во вторую и третью часть в третью чашку эспрессо. Таким образом, мы посмотрим, из чего состоит каждая часть, что она дает общему нашему вкусу эспрессо. С одной стороны, это итоговый наш эспрессо, а с другой стороны, это три составляющих, из которых он один состоит. Я напомню про процесс экстракции. Благодаря воде из зерна вымываются различные вещества. Это минералы, соли, кислоты, сахара, кофеин, фенольные соединения и так далее. Разные вещества, они имеют разную плотность и разную степень растворимости и вымываемости. Минералы, соли, они вымываются быстрее, легче из воды, растворяются в воде и так далее. Поэтому в первые секунды в воду будут попадать именно минералы, соли и ряд кислот. Чуть позже начинают выходить сахара, больше кислоты, такие как яблочная, лимонная кислота, и они будут у нас по большей части в средней чашке. В конце, чуть с замедлением, но разгоняясь, начинают выходить уже больше фенольные соединения, кофеин, и это будет у нас в третьей чашке, в последней части нашей экстракции. Когда мы готовим эспрессо, мы, по сути говоря, комбинируем все три составляющих в одной чашке, и это и есть тот вкус, который мы получаем. С одной стороны, он плотный и яркий за счет минералов, солей. У него может быть хорошая сладость и сбалансированная кислотность за счет сахаров и кислот. И у него есть горечь, при этом горечь, опять-таки, может быть разная. Горечь шоколадная, это сладкая горечь. И горечь анальгиновая, таблеточная или земельная, это за счет уже фенольных соединений и кофеина, которые идут в конце. Давайте сейчас приготовим и посмотрим, из чего состоит наш эспрессо. Мы получили эспрессо, состоящее из трех частей. То есть на 8 секунде я убрал первую часть, на 18 секунде вторую часть и на 28 секунде убрал третью часть. Здесь у нас весь наш эспрессо. Первая часть, в ней больше минералов, больше солей. Она очень плотная, очень тягучая, потому что все легко вымываемые, легко растворимые вещества, они идут супер нагруженные в каждой капле нашего эспрессо. Вторая часть, она уже видна, она более светлая, крема у нее более светлая. Здесь больше объем жидкости и здесь будет больше сладости, более сбалансированная часть. По сути говоря, такая сердцевина нашего эспрессо. Последняя чашка, здесь уже видно откровенно прозрачная текстура нашего эспрессо. Здесь уже концентрация веществ будет гораздо меньше. У нас будет больше горечи, особенно на послевкусие идти. Очень низкая кислотность. Из этих трех составляющих у нас и формируется наш эспрессо. Ну все, попробуем. Чтобы понять, что такое соль или минеральность кофе, я как раз даю на тренингах вот такой эспрессо попробовать. Он агрессивный, очень высокая минеральность, здесь высокая кислотность идет, он гиперплотный, такой сироп, тягучий, у него очень долгое, неприятное послевкусие, агрессивность идет, здесь нету баланса, он супер яркий. Вторая часть, она достаточно плоская, в ней ровное тело, плавная. Здесь гораздо меньше кислотности, не такой яркий вкус. Плоский вкус, то есть у него нету какой-то округлости, нету многогранности. То есть это просто такой ровненький вкус кофе. Последняя чашка. Здесь уже такая жженость появляется, горелость.
Горечь, которая была в первой чашке или во второй, она не повторяется в последней, меняется характер горечи. Если предыдущие были такой горечь горького шоколада, горечь косточковых, то в последней чашке это уже жженость появляется. Жженые семечки, такой подгорелый хлеб, зайла. Особенно обращайте внимание на послевкусие. Не пейте воду сразу же после последней чашки. Запомните свои ощущения. Послевкусие, то ощущение, которое сейчас у меня возникает, это уже такая появляется тупая горечь. Тупая в плане, она не имеет лица, она не имеет какого-то описания. То есть это просто горечь идет, которая вызвана уже именно фенольными соединениями, кофеином. Та самая неприятная составляющая, которая у нас есть, когда мы, к примеру, прозевали эспрессо и переэкстрагировали его слишком долго. Помимо этого, после последней чашки очень хочется пить. То есть сейчас у меня прямо сухость во рту возникает. Вот эта сухость, это тоже признак того, что кофе переэкстрагирован у нас. Поэтому эти все составляющие анализируйте, когда вы описываете вкус своего кофе. Из этих трех составляющих состоит наш эспрессо. В нем есть плотность от первой чашки, у него есть кислотность от первой чашки и там от второй. И у него есть какая-то горечь, которая также она возникает, но она не такая агрессивная, она не так отчетливо чувствуется, потому что все составляющие смешаны между собой. И когда вы начинаете настраивать свой эспрессо, возвращаясь к термину коэффициент, соотношение кофе и воды, исходя из вот этих пропорций, вы можете составлять рецепт своего эспрессо. Если вы хотите сделать чашку более плотной, более кислотной, уменьшаете коэффициент, передвигаете соотношение в сторону первой чашки, то есть делаете меньше выход у своего эспрессо. Коэффициент 1,9, 1,8 будет подходящим для вас. Если вы хотите сделать чашку мягче, более ровной, с меньшей кислотностью, увеличивайте коэффициент, делайте 2,1, 2,2 и так далее, и вы будете смещать пропорцию больше в последнюю чашку. Это достаточно простой такой пример, эксперимент, который можете вы сделать сами, самостоятельно у себя в баре или дома, разбив эспрессо на составляющие и попробовав его понять, из чего состоит ваш кофе. Это правило, оно относится ко всем процессам экстракции. French press, это и капельная кофеварка. Вы точно так же можете эксперимент повторить любым способом. Всегда будет прослеживаться одна и та же логика. Вначале будут экстрагироваться больше кислотные составляющие, больше плотности будет. И под конец напиток будет все более водянистый, пустой, ненасыщенный, и у него будет горечь в конце. Друзья, если вам был полезен этот ролик, напишите в комментариях, поставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, хорошего дня, пока.